Латвии, в Риге. И, как видите, довольно неплохая локация. Домик находится в лесу. И сам Бог велел больше времени проводить на природе. Поэтому, конечно же, в Балтике не так много теплых дней. У нас буквально 3 месяца тепла, все остальное осень. И хочется как можно больше времени проводить на террасе. По своей подсказке, когда я думал, какая должна быть терраса, как она должна быть выглядеть, я смотрел, скажем так, это был каталог «Лучшие террасы мира», и больше уходил я в тайские террасы. То есть элементы, которые вы здесь можете видеть, это больше относятся к Таиланду, например, чем к Латвии. Ну уж очень мне хотелось какую-то такую интересную терраску. То есть я имею в виду это бонсаи, которые были посажены, хосты, которые у меня сейчас растут и так далее. В данный момент видео о том, что терраса пережила год, и теперь мы подведем итоги минусов и плюсов. И я думаю, что когда я делал террасу, мне хотелось узнать как можно больше минусов о террасе, потому что у меня была идея сделать террасу, которая достанется моим внукам. Идея была именно такой. И поэтому я выбирал определенные технологии, определенные материалы. А сейчас мы посмотрим, был ли я прав, когда выбирал. Сейчас уже она пережила год, то есть суровая зима, весна, осень. И теперь посмотрим, какие минусы и плюсы, с чем мы столкнулись. Давайте сначала поговорим о плюсах. У меня остался кусочек композитной доски. И, к слову скажем, это не самая дорогая доска. Доска, которая действительно достойна уважения, ее стоимость будет варьироваться примерно от 100 евро. Это скорее доска для ресторанов, доска для общественных каких-то помещений. Но для частного домостроения она довольно дорогая. Поэтому стандартная такого рода доска варьируется от 25 до 35 евро за квадратный метр. Что интересно с этой доской, я прежде чем приступил к террасе, я готовился, и я взял кусочек доски, например, вот этот, и закинул, как видите, у меня пруд. То есть он у меня лежал в 100% влажности, то есть он замерзал у меня в пруду, потом у меня остывал, и я получал на выходе вот такую доску. Я был удивлен в том, что она сохранялась в идеале. Однако, когда я положил большую часть доски, здесь 45 квадратных метров, я столкнулся с такой вещью, когда доска лежит вот таким неподвижным образом, и на нее попадают атмосферные осадки, пыльца от березы, пыльца от сосны, пыльца от всевозможных растений, то здесь образуется такой интересный налет, который въедается в композитную доску, и он требует ухода. То есть любая терраса, какой бы вы ни выбрали, она обязательно будет требовать ухода. Но из плюсов композитная доска – это та доска, которая требует меньше всего уходов. Смотрите, за моей спиной сейчас 45 квадратных метров. Решение, которое я сейчас покажу, оно тоже немножечко глупое, но проверенное временем. Эта штука называется Atlas Job. Почему она? Потому что проверено. Я много очень работал с таким продуктом. Это продукт компании Atlas, польский производитель. И он предназначен для очистки керамической плитки. То есть, если кафельщики накосячили, у них есть проблемы, то гениально очищает вот эта штука. Работать надо в перчатках и респираторе, но она работает. Вот что интересно, стоимость вот такой баночки варьируется от 5 до 7 евро. Ее хватает примерно на 1 год. Сейчас я покажу, как она работает. То есть мы берем маленькое 10-литровое ведерко. Вот, например, вот такое, которое у меня есть. В это 10-литровое ведерочко мы заливаем 3 колпачка. Сейчас мы это делаем. Причем, что интересно, плохо будет, если оно попадет на ранки, которые у вас на руке. Будет щипать, ну, не дай бог, в дыхательные глаза, да? Так что аккуратнее. И от детей ее тоже прячем на всякий случай. Эти 3 колпачка мы выливаем, и его не нужно совершенно ждать, пока он придет в действие. Он работает моментально. Дальше мы берем отжимную швабру. Это моя любимая отжимная швабра. Она стоит 12-15 евро, в зависимости от места, где вы берете. Вот. Отжали, и у нас эта штука готова к действию. Теперь мы ставим швабру по отношению к террасе и начинаем ее просто натирать.
Что мы сейчас делаем? Сейчас есть небольшие образования мха. Это тот самый мох, который образовался за год. Ну, он виден глазами, но тактильно он не ощущаем. То есть ты смотришь на террасу, она отличается, например, от вот этой чистой доски. То есть сейчас я положу для сравнения, потяну видео, что такое в упаковке доска, условно говоря, и что такое доска, лежащая на террасе. Вот. Но вот этот химический компонент, он съедает ее, и мы получаем идеальную доску. Для того, чтобы привести вашу террасу к сезону и в порядок, скажем так, у вас уйдет каких-то буквально 5 евро и пару часов работы. И вы это можете делать самостоятельно. Если у вас будет деревянная терраса, и вы захотите придать ей какой-то вид, то стоимость привода вида на 45 квадратных метров деревянной террасы у вас составит примерно 150 евро. И это если вы будете делать раз в год. Если вы это захотите 2 раза в год, соответственно, цена будет немножко дороже. Чем больше вы тратите в уход в террасы, тем она более будет долговечна, да, не забываем, и эффект у нее будет всегда шикарный. Так что есть один определенный плюс, мы его уже нашли, это уборка. Это самая дешевая уборка, это композитная доска. И она работает очень шикарно. Конечно, если вы посмотрите других производителей, то там наверняка будет другая химия. Но я посмотрел стоимость другой химии, там цена будет совершенно другой. А здесь я просто покажу, что это действительно работает, что это выглядит очень хорошо. Ну, занимает немножко времени. Ладно, мы финишную террасу покажем чуть позже, а сейчас мы говорим о минусах и плюсах. Настоящая фиаско в этой террасе, об этом стоит поговорить. Я в своих технологиях стараюсь использовать нетрадиционные технологии. Почему? Потому что традиционная технология – это там, где все выверено, расписано до запятой, составлен четкий бизнес-план, и вот там всегда будет засада. Технология продаж, она всегда заставляет нас взять как можно больше средств и получить как можно меньше результата. Такое происходит не во всем, но строительные технологии, они также нас подсаживают, как наркомана на наркотики. Поэтому здесь надо быть очень аккуратней. Сейчас мы поговорим о креплениях, которые продаются в том же самом магазине, где мы приобретаем террасную доску. Когда вы будете приобретать террасную доску, вы будете приобретать крепление. Итак, что интересно, вот в этой части к террасной доске претензий нет. Она довольно неплохая, она крепкая, и вы вряд ли увидите здесь какую-то выбоину, какую-то дырочку, какую-то царапину. Вот в этой части. А теперь мы посмотрим на вот эту часть. Видим ее, да? Пальчиком показываю. Вот в этой части мы узнаем следующий нюансик. Здесь у нас толщина доски составляет 22 миллиметра, и она имеет ребра жесткости. Соответственно, если вот сюда у нас ударится женский каблук, упадет какой-то тяжелый предмет, то эта штука, она рассчитана на удар, с ней ничего не происходит. А теперь мы возьмем вот эту часть, видим, да? Вот если вот в эту часть вы произведете какой-то удар, то у нее произойдет скол. То есть это недоработка технологии о том, что доска является неполой. Это минусы большинства производителей композитной доски. Даже в дорогих вариациях эта штука присутствует. Теперь смотрите дальше. Они предлагают крепление. То есть вот в эту часть мы предлагаем механические крепления. Да? Так вот смотрите, если бы крепление было бы на все 22 миллиметра, это было бы совершенно другое крепление. Крепление на вот эти 6 миллиметров, это совершенно другая история. Вот с этим может быть проблема. Террасные доски укладываются на разного рода террасы. У вас может быть метровая терраса, а может быть 45 квадратов. И когда 45 квадратов терраса под воздействием природы, например, влаги, солнца, ветра, начинает линейное расширение, то эти крепления, они, конечно же, рассчитаны на квадратный метр, их довольно много, они имеют шикарное крепление из нержавеющей стали, но, тем не менее, они начинают двигаться. И вот их движение по этой части, а это более хрупкая часть конструкции, начинает подтирать эту доску. И эта доска будет иметь такой, небольшой люфтик. Изначально, когда я укладывал доску, я ставил защиту. Помните, я делал такую защиту на деревянную доску от влаги. То есть мало того, что я обрабатывал БЛК, все доски,
я хотел террасу, которая простоит более 50 лет. У меня была такая цель. И сверху я еще ставил такой стоп-звук-М. Ну, это можно и рубероидная часть, которую крышу кроет, верхний слой ставит рубероид. Он буквально аналогичен. Так вот, трение и люфтик от этого рубероида, и люфтик, который происходит здесь, он довольно существенно влияет. И через год, когда мы идем по террасе, она немножко батутит. Ну, мне, например, это нравится, кого-то это может бесить. Это опять есть такой небольшой дефект. Опять же, когда мы поставим мебель, а, как правило, террасная мебель, она тяжелая, этот эффект пропадает. Но, тем не менее, за этим надо смотреть, этот эффект присутствует, и некоторые делают ошибку, они не ставят по 40 лаги, а ставят по 60. И если ты ставишь по 60, то эффект батута, он увеличивается. То есть это не такой существенный дефект, но тем не менее. Мне, честно говоря, он даже нравится. Я очень люблю выходить сюда, потому что у нас сразу терраса выходит из дома. И когда ты выходишь на террасу, ты, как правило, выходишь босой ногой. То есть у меня подогреваемые полы в частном доме, и ты ходишь практически всегда босиком. И утром, выходя сюда попить кофе или еще что-то, это, конечно, волшебная штука, именно босой ногой. И вот этот момент батутения, он мне прям то, что доктор прописал. Но вот эта часть, она подвержена истиранию. И если я говорил про террасу, которая прослужит более 50 лет, то эта терраса, мне сложно сказать, сколько она прослужит, но этот элемент, он сработает нам минусом. Следующий момент, это очень хорошо, если вы живете один, например, или немногочисленной семьей. Но терраса, она предусматривает то, чтобы здесь собираться всей семьей, чтобы здесь было барбекю, мангал, там, тандыр и так далее, и чтобы здесь было как можно большое количество людей. А мы празднуем здесь день рождения, собираемся с друзьями. И в этом есть большая проблема, потому что, когда к вам приходят друзья, они стараются, несмотря что это частный дом, одеться как на бал. И очень часто девушки приходят со шпилечками, каблуками или еще чем-то таким нехорошим. Также, если вот эту террасу, например, террасную доску, мы ставили в ресторан, и теперь, когда в ресторане происходит свадьба, требование ресторана поверх этой террасной доски ложить дешевый ламинат. То есть укладывается ламинат, люди приходят на свадьбу, потом снимают этот ламинат, и терраса опять живет своей жизнью. Терраса – это та штука, я имею в виду здесь в этом случае композитную доску, она предназначена для такого нежного индивидуального ухода. То есть это примерно как дорогая мебель. К ней отношение должно быть такое. Если вот в эту часть, более тонкую, будет какой-то непроизвольный удар, она отколется. И здесь следующий подвох, о котором надо поговорить, это крепление. То есть если мы сейчас посмотрим на террасу, то мы делали крепление согласно технологии. Тогда мне это показалось очень разумно. Это такой зажимчик. Он грамотно, правильно спроектирован. То есть мы его защелкиваем вот в этот паз. Сюда заходит два таких крепления и одно на выход. И довольно очень удобно. Для того, чтобы его крепить, нужно было, конечно, постараться. При помощи монтировочки он загоняется туда. Аккуратненько на нержавеющие шурупы закручивается, и все прекрасно. Но это прекрасно с точки зрения монтажа. Теперь мы представляем случай такой, что, например, когда было какое-то мероприятие, день рождения, свадьба, и дети поигрались, это дети, что с них взять, они откололи вот этот вот как раз фрагмент доски небольшой. Что в этом случае произойдет? Вам в этом случае придется перебирать всю террасу. И это будет большая проблема, хотя вы ничего не сделали, да? Вы все сделали согласно технологии. Если вы будете перебирать всю террасу, вы столкнетесь с тем, что при зажиме вот все вот эти вот части, они, скорее всего, будут поджаты или изношены, даже если они отслужили 1 год. Это самая большая ошибка в террасе. Никогда не делайте так. Как нужно было сделать? Нужно было поменять крепление. То есть есть более дешевые тоже композитные крепления. И эти крепления чем хороши? Смотрите, когда мы делаем нашу террасную доску, а у нас здесь 45 квадратных метров, у нас есть возможность в основание террасы положить доски для реставрации. Предположим, положим их 10 штук. И пускай они здесь будут, останутся навечно. Теперь у нас прошло какое-то мероприятие, и вдруг у нас случилась такая вещь, как, например, скол доски.
В этом случае, если вы выбираете вторые крепления, у вас не будет никаких проблем. Вы просто подходите, не спеша, достаете доску из-под террасы одну, откручиваете аварийную доску, с которой случилась беда, вытаскиваете ее, например, вот в этот бок, и вставляете новую доску. Замена у вас займет, ну, примерно около часа на все действия. И это очень хорошо. Вот эта штука действительно сработает вам плюсом, и это в этом случае будут вечные террасы. Вот такой маленький, но очень дельный совет. Если вы сшибете с креплением, будет проблема. Хотя, конечно же, производитель доски предлагал нам те крепления, которые более дорогие и которые менее эффективны. Так, следующая история – это растения, которые нас окружают в данном случае. Разного можно делать сюда растения, и начнем здесь, пожалуй, с подготовки. То есть вы помните, что мы делали специальную конструкцию, специальную дешевую конструкцию. То есть мы использовали бадьи для замешки раствора, которые используют все строители. Преимущество их было в том, что стоимость такой бадьи стоит 3 евро 85 центов. То есть, если мы посмотрим, сколько стоит, например, обычный горшок для растений, то разница будет в разы. И там был очень важный момент. В тот момент это был спор, а сейчас это уже момент истины. То есть, любое растение, оно как расположено? Ты заливаешь его водой, набирается вода, и потом лишняя вода через эту дырочку капает. И дизайнер нам советовал продырявить эти дырочки, чтобы лишняя вода оттуда уходила. Так вот, этого делать однозначно не нужно, потому что был объект, на котором мы так сделали, и там все растения погибли. Эту бадью, если вы будете монтировать и пойдете ровно по такой же технологии, как делал я, ни в коем случае нельзя дырявить. Вы туда ложите плодородный слой, максимально плодородный слой земли, то есть вы не берете ту землю, которая вот у вас есть на участке, ландшафте, а вы покупаете специальную землю, уже обогащенную разного рода витаминами, необходимыми для саженцев. Дальше мы ставим вот такую мульчу. Во-первых, мульча имеет хороший декоративный эффект, как можно видеть. Во-вторых, эта мульча предохраняет воду от более быстрого испарения. То есть вода, которая сюда природой зашла, она внутри держится. Корни растений все равно расположены чуть выше, чем бадья, и вода может быть более в низкой части. И это позволяет растениям переживать засушливые периоды. Растения, которые 100% здесь работают и проверены, это декоративные ели, это сосны, и это те растения, которые подходят под бонсаевые. То есть, когда бонсаи стригут, их есть несколько видов растений, на них, как правило, указано, что они разрешены для стрижки. Эти все растения заходят сюда хорошо. По моему еще совету, я бы ставил сюда хосты. Сейчас ранняя весна, сейчас еще не цветет. Если у вас будет такая просьба, мы уже потом вернемся к этой террасе, к мебелированию в окончательном варианте. Я вам покажу, как это выглядит шикарно. Мне нравится комбинация, например, бонсая и вот в этой части хост. Хосты не цветут круглогодично, и они не вечно зеленые, как бонсаи, но бонсай вас будет радовать зимой, когда вокруг все белое, это деревце выглядит очень хорошо. Весной, когда еще ничего не зеленое, а у него появляются небольшие шишечки, есть аромат сосны, это тоже выглядит прикольно. А также осенью, когда вокруг все желтое и понукшее, он опять у вас вечно зеленый. И вот вечно зеленые, они выглядят очень шикарно. Но, например, женщинам хочется иметь здесь цветы, такие как баварские корзины. Это можно делать, но это большой уход, это большая работа. Если у вас есть много свободного времени, и вы можете жертвовать его на эти работы, нет проблем. Я советую вот в этой части делать такие композиции. Например, у меня ребенок положил сюда кролика бронзового, вот такой камень, который мы привезли с моря, и грибочки, которые вот мы самостоятельно организовали. То есть это мертвая композиция, но здесь внутри у нас стоит хост. И сейчас, ближе к июню, это будет вот такая огромная шапка хост. Хост – это такие ландыши с такими широкими листами, и внутри их есть цветение. Они бывают фиолетового, красного, белого, разных цветов. Они тоже невероятно вкусно пахнут. И что интересно, в этой террасе, сейчас я закончу мойку террасы, и на этом у нас все закончится. Из уходов на террасе будет абсолютно все. Больше мы по ней не работаем. То есть я беру 5-7 евро, вымыл ее и оставил ее.
Эти растения живут своей жизнью. Все, что вы должны, один раз посадить и просто содержать уборку необходимую, которая должна быть в каждой террасе. И это выглядит очень бомбически. Следующий момент, который мы тоже проговаривали, вспоминаем. Мы вытащили весь грунт, а мы находимся в лесу, это природный грунт, и засыпали туда 25 сантиметров щебенки. Это очень важно, потому что когда вы делаете вот такую террасу, примыкаете ее близко к дому, а мы, например, живем в лесу, то это потенциальное место для грызунов. То есть, как бы вы ни хотели, даже если у вас участок огорожен соседями и вроде бы таких вещей не наблюдалось, вы тем самым провоцируете для того, чтобы там завелся крот, крыса, полевка, уж и еще какие-то такие грызуны. Эти грызуны, во-первых, могут принести стресс, если ребенок у вас вырос в городской формации, это раз. Во-вторых, они действительно принесут вам неудобства, неприятности, потому что вы их фактически от леса подтащили к дому. Если вы делаете 25 залежей щебенки, и фракция у вас будет примерно 1,5-20 миллиметров, оно очень слишком плотное. И всем грызунам прорыть вот эти вот 25-30 сантиметров крайне неудобно. Это примерно как в асфальте рыть ножки. Поэтому у нас благо, у нас здесь есть лес, и где-то там на отдаленной части участка у нас завелись полевки, такие мыши из отряда грызунов. За ними приползли ужей, они там разбираются как-то сами между собой, но они не заходят к нам в дом, и они нас не трогают. Это большой плюс. Следующий момент, мы находимся здесь внутри, у нас есть насекомые. Для этого что мы используем? Мы поставили ловушечки. Я покажу сейчас, как она выглядит. Вот, то есть это ловушки ультрафиолетовые. То есть вы вставляете лампы по бокам, комарик летит на ультрафиолет, он не летит к вам, а он летит на тот свет, который ему более понятен, и там его электрическим разрядом убивает. Поэтому, когда пик, это примерно июнь-июль, когда куча всевозможных комаров, то мы спокойно на этой террасе ночью сидим и смотрим фильм. Очень редкий комар заскакивает к нам в гости, обходя эти ловушки. Это большой плюс. Следующий момент, например, по весне идет миграция муравьев. И вот муравьев довольно много, и не знаю, что они делают здесь, но они пытаются ползти террасу. Под террасой я спокоен, там все мне хорошо. Что они делают на террасе, черт их знает. Поэтому терраса это такая же штука, как, например, полы, которые надо мыть. Потому что, как бы мы ни хотели, пыль на ней всегда будет. И вот когда вы делаете мойку террасы, то не делайте это той самой химией, которую вы делаете в доме. То есть та химия, она более адаптирована для закрытых помещений, и она не отпугивает насекомых. Поэтому я бы вам предлагал взять тот же самый атласовский джоб, эту штуку атлас. Но я вам хочу сказать сразу, что она не предусмотрена для этих работ. Но, тем не менее, вот такой запах щелочи, агрессивной среды, он отпугивает муравьев. Все, что нужно насекомым и муравьям, это какой-то запах. Они же ведь распознают мир по запаху. И они попадают в среду того запаха, к которому они не привыкли. И они уходят. Благо, они не круглый год, они появляются, как правило, весной, в период, когда они переходят из одного муравейника в другой, у них там какие-то свои дела. И в этот момент им просто надо чуть-чуть помочь и указать запахами, что сюда идти не нужно. В целом, из больших минусов, пожалуй, это все. Итак, сегодня у нас на дворе 2000 год, весна и новые террасные сезоны. Я вам просто сейчас последнюю смету проговорю, которую мы сейчас в этом году предлагаем и почему. Значит, первая, самая распространенная терраса, которая у нас сейчас есть, это апрегмированная сосна. Апрегмированная сосна – это шикарный вариант. Это та терраса, которая у вас простоит порядка 10-20 лет. Средние 15 лет она стоит. Ее минус, я вам говорил, это ежегодный уход. Если вы живете в лесу и у вас все не здорово, то помучаетесь вы с этой террасой, и ежегодное обслуживание будет стоить порядка 150-200 евро. Это раз. Второй момент. Если вы находитесь у моря, то сосновый воздух вместе с морским воздухом сделают свое дело. Они ее выбелят, и вы не сможете ее, например,
каким-то образом подкрасить, отделать. Она у вас будет всегда такого песочного красивого цвета, такая кантри-стиль, и может быть даже это огромный плюс. То есть вы покупаете самый дешевый вариант, опригмированную доску, а в моменте, если у вас дом находится около моря, она будет выглядеть очень шикарно. Так вот, все включено, вам обойдется такая терраса 45 евро квадратный метр по полу. То есть длину на ширину вы высчитываете и умножаете на 45. Следующий вид доски, который наиболее, мне кажется, сейчас оптимален, и в следующих видеороликах я покажу, как мы это будем делать. Мы будем делать из термодоски. Вот на сегодняшний день самый топчик — это не композитная доска, а термодоска. Опять же, вам не скажу за любую термодоску, но за ту термодоску, которая производится на территории Латвии, покупается она в ПАТА, есть такое место, и стоимость такой доски, варьируется где-то. Опять же, термодоска бывает дуб-ясень, это 85 евро за квадрат. А бывает термодоска сосна, это 25 евро за квадрат. И вот если мы берем самый дешевый вариант термодоски, например, сосну, то на финише вам такая терраса из термодоски обойдется 75 евро за квадратный метр. Помним, да? С опригмированной сосны 45 евро квадратный метр, с термодоски 75 евро квадратный метр. Следующий момент — это композитная доска, о которой мы говорили. На нее убрали реверсный налог, к сожалению. Она подскочила в цене в связи с известными проблемами. И вот терраса из такой доски, вот как сейчас у меня, стоит 85 евро за квадратный метр. Еще есть шикарное предложение. Это российская лиственница. Опять же, где-то известные события стреляют в минус, а где-то в плюс. Там сейчас у них высокий уровень рубля, проблемы с экономикой, я имею в виду Россию. И из России гонят сюда дешевую лиственницу. Стоимость вот такой самой террасы из лиственницы будет стоить 55 евро за метр квадратный. Моими мозгами самая худшая терраса, которая только возможна, это из лиственницы. Лиственница — это великолепный материал для того, чтобы забивать сваи где-нибудь в Амстердаме или ваш частный пруд. И самый худший материал для того, чтобы из него делать вот такие композиции и террасы. Заноза, которая появляется от лиственной террасы, она неожиданна. То есть вы все вышлифовали, все сделали, у вас все великолепно. И тут у вас появляется заноза. И это очень острая иголка, которая входит глубоко на сантиметр и до 3. Соответственно, вы привыкли ходить по своей террасе каждое утро босой ногой. И вот сегодня вы приходите, и оп, гигантская заноза, не дай бог это в ножку вашего ребенка, это будет катастрофа. Поэтому, если у вас есть возможность отказаться от лиственницы, отказывайтесь от нее. Это мое субъективное мнение, и я занимаюсь не 1 год этим, меня в обратном никто не убедит. Следующий момент – это тиковая терраса. То самое дерево, которое укладывается на палубных досках, в яхтах и так далее. Проблема с тиком в том, что это дорогой материал, и он не бывает таких толщин, как стандартная доска. И поэтому к нему требуется более сложный подход, подготовительный, и потом сверху тиковая. Тиковая терраса у нас обходится 125 евро квадратный метр по полу. Она к нам приходит из Амстердама, а там, судя по всему, откуда-то из Африки. Итак, сосна 45 евро, все включено. Термодоска 75 евро, все включено. Композит 85 евро, все включено. Лиственница 55 евро, все включено. Тиковая терраса 120-150 евро квадратный метр. Варьируется, опять же, от размеров и от количества. Чем больше количество, тем легче и дешевле поставка. При маленьких количествах поставка будет немножко сложнее. Вот так мы проговорили о террасах 2020 года. Терраса — это самое лучшее место в вашем доме. У меня дом 150 квадратных метров, и плюсом к нему идут 100 квадратных метров всевозможных террас. У меня есть все террасы, и террасы из натурального дерева, и из термодоски, и из пластика. И если вам интересно, то о следующей террасе мы поговорим немного позже. На сегодня это все. Надеюсь, с последними ценными советами. С вами был Владимир. Наша терраса отзимовала шикардос.
продолжаем вас радовать своими работами. Ну и ниже где-то там телефончики в описании. Звоните, заказывайте. Может быть, сделаем видео прямо с вашего объекта и расскажем другим о вашей террасе. Наверняка вы с чем-то не согласны, у вас есть какой-то гневный комментарий. Проще нас заказать, и там же на объекте мы под ваш комментарий, под ваше мнение сделаем абсолютно любую террасу в любом техническом исполнении. На сегодня все. С вами был Владимир. Пока.